друзья! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим о всем самом интересном в Турции. Сегодня мы поговорим о деньгах и о том, что можно купить на $20 в Турции. В 2004 году, когда я только приехала в Турцию, курс лиры к доллару был 1 к 1,3. То есть за $1 давали 1 лиру и 30 копеек. На данный момент за $1 мы даем 8 лир и 70 копеек. Для турков, конечно, эта ситуация не очень хороша, так как с ростом доллара цены в Турции также растут. И когда мы выезжаем за границу, мы особо чувствуем эту разницу. Но для тех, кто приезжает к нам в Турцию с долларами в кармане, это очень даже неплохо. Посмотрим, что мы можем сегодня позволить себе на $20 в продуктовом магазине. Для закупок я выбрала Migros. Во-первых, это одна из самых распространенных сетей супермаркетов. Их можно встретить по всей Турции. Цены здесь не самые высокие, не самые низкие, средние. Кроме того, сеть магазинов Migros представлена и за границей. Там они называются Рамстор. Насколько мне известно, Рамстор есть в России и в Азербайджане. Давайте сравнивать цены в Турции и в ваших странах. Ну что, пошли? Стерильно, все продумано. Перед тем, как взять тележку, нам предлагают ее продезинфицировать. Поехали? У нас с вами лето, сезон фруктов. Посмотрите, какие красивые фрукты. Все выращено в Турции. Персики у нас по 13 лир. Клубника 19, можно считать. Такие зеленые сливки у нас по 23 лиры. Ну и черешня это вообще по 40 лир. Так, что мы можем позволить на $20? Давайте возьмем клубнику. Ой, нет, давайте не брать клубнику. А здесь у нас черешня марки Migros. То есть в этом магазине все с маркой Migros, со своей маркой. Стоит на порядок дешевле. Объясню почему. Потому что продукты, которые продаются под маркой Migros, их в цене нет цены за полку, скажем так, не включено. Или цены за рекламу. Мы выберем черешню марки Migros. Другие марки обязаны платить за рекламу, за место на полке. Здесь у нас овощи. Мы возьмем перчик. Перчик у нас стоит почти 10 лир за килограмм. Возьмем помидоры, тем более они у нас сейчас на скидке. Были по 7 лир, теперь по 5. Салат будет самый топ. Ну и продукты первой необходимости. Это лук и картошка. Лук у нас по лире 75, а картошка 2,95. Взвешивать мы сейчас ничего не будем. В Migros это не нужно. В Migros овощи и фрукты взвешиваются на кассе. Просто нужно положить все по кулечкам. Мы возьмем грибы. Они у нас по 11 лир за 400 грамм. Турция окружена морями с 3 сторон. Посмотрим, почем у нас рыба. Рыба, которая продается в Турции, это морская рыба в основном. Речной рыбы здесь нет. За исключением семги, вся рыба вылавливается здесь. Посмотрим на цены. Есть два вида рыбы, выловленная в диких условиях и выращенная на фермах. Рыба, которая выращена на фермах, она стоит на порядок дешевле, но это все равно морская рыба. Креветочки по 300 лир, как вам? А вот и местные ставритки. Выловленные здесь у нас, но поскольку сейчас лето, не сезон, цена у них 50-55 лир за килограмм. Свежая рыба дорогая, мы ее вряд ли сможем взять на $20. Но я не могу не взять рыбу, я возьму вот такой семгу соленую. Здесь она есть вот по 13,50 и по 20 лир, по 20 это такая очень красивая, кусочки все ровненькие, а по 13,50, которая такими неприглядными шматами, даже написано, что она подходит для макарон или для салата, но очень даже вкусно, советую.
Посмотрим, сколько стоит у нас мясо. Мясо на строганов вот у нас 194 лиры. Для жарки антрикот 135. Для соте 93. И бифштекс 85. Смотрим, сколько стоит у нас пад. Merhaba, kıyma ne kadar? Kıyma. Kıyma 54'ten başlıyor. 93'e kadar var. Çok yağlı diyor. 54'lük yağlı mı oluyor? 54 olan bana düştü. Böyle orta yağ var 75, alt yağlar 77. Orta yağlı. Ondan yarım kilo güzel. Evet. Мы взяли полкилограмма полужирного фаршика. Килограмм у нас, нам сказали, по 75 лет. Вот вышло полкило, чуть больше, на 40 лет. Здесь у нас готовые уже кебабы, шашлычок. Вот по 50 лир есть, по 90 лир. Бараний шашлык. Давайте посмотрим на курицу. Почем у нас курица? Грудинка вот по 26 лир. Ножки 23. Целую курицу можно купить от 17 лир за килограмм. Ну, возьмем грудинку. Полкило, то есть где-то это получится примерно лет 13-14. Ага. Normal beyaz ekmek yok değil mi? Beyaz ekmeği şöyle bir adet kaldı. Ha, bir adet kaldı. Ne kadar o? Ha, yazıyor. 185. Стандартный батончик мы возьмем. Белого хлебушка. Кстати, последний остался. Самый дешевый хлеб. Здесь его цена 1 лира 85 копеек. По выходным продажа всего, что не связано с продуктами питания, запрещена. Вот все у нас закрыто, заклеено. То есть нельзя купить ни шампунь, ни все, что связано с хобби или одежду. Вот прилавок с алкоголем, здесь все закрыто, запечатано и стоит охранник. Сколько продуктов? Здесь у нас крупы. В турецкой кухне используется в основном рис и булгур. Булгур — это у нас разновидность пшеницы, это проваренная пшеница. Почем у нас рис? Самый дешевый рис в Балда. Это 13 лир в Мигросе. Опять-таки марка Мигрос. Мы его возьмем. Это то, что есть на кухне у каждой хозяйки, то, что кушают каждый день на ужин в Турции. Есть у нас и гречка. Вот за полкило мы должны заплатить 10 лир. Есть дороже, вот по 14. Давайте возьмем макарошки. Я вот люблю Бариллу. Это итальянская продукция. За полкило 5,75. Ну, есть и дешевле. Возьмем килограммчик муки. Тоже вот Мигрос у нас марка. 4,75 стоит килограмм. Давайте возьмем килограмм сахара. 5,45. Тоже опять-таки марка Мигрос. Остальные дороже. В Турции есть овсянка. Вот довольно-таки недавно она появилась, стала популярной. Вот обычная овсянка стоит 13 лир, можно сказать, 12,5 лир за полкило. Также есть экстра овсяночка у нас. Быстрого приготовления. И всякие виды мюсли. Возьмем пакетик молока. Опять-таки, это у нас Мигрос молоко по 4,75. В последнее время в Турции очень популярный стал кефир. Многие фирмы его производят. Давайте возьмем один кефирчик. Тут можно выбрать с добавлением клубнички, например. Ну, я возьму обычный кефир. К сожалению, моего любимого нет. А вот я выбрала самый дешевый кефир. Это марка Ичим, стоит 7,75. Самые популярные сыры здесь это кашар. Это что-то типа нашего твердого, но он более сладкий. Менее соленый.
можно сказать, более нежный. И белый сыр. Белый сыр это что-то типа феты или брынзы может быть, но соленый. Творога здесь, к сожалению, нет, но есть что-то похожее на творог. Сейчас мы его найдем. Lor var mıydı? Tuzsuz lor peyniri. Bu az tuzlu muydu? Ha, bu galiba. Этот сыр называется лор. Ну, прям как врач. Есть варианты с немножко соленым, есть совсем без соли. Вот который без соли очень похож на наш творог. Советую. За такой кусочек мы заплатим 9 лет. Возьмем йогурт. Это обязательный атрибут в холодильнике каждого турка. Мы любим обезжиренный. Вот за такую коробочку мы заплатим 5,95. Итак, вот что у нас с вами получилось. Это то, что можно купить в Турции сегодня на 20 долларов. Сегодняшний курс доллара примерно 8,7. 20 долларов у нас с вами это примерно 170 лир. Вот наш счет. Как раз мы уложились. Здесь 166 лир 81 копейка. А какие цены на продукты в вашей стране? Пишите внизу в комментариях, что можно купить в вашей стране на 20 долларов. Как, по вашему мнению, в Турции дорого или дешево? Не забывайте подписываться на мой канал, жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи, пока!